Всем привет, друзья! Приветствую вас на канале Алекс Титанов, посвященному созданию интересной жизни собственными своими руками. Сегодня у нас все еще март 2024 год, воскресенье. Температура подупала, сейчас градуса 2 плюс. К обеду обещают плюс 4. Вот, друзья, еду на Фломарт. В Германии, Фломарт. Здесь у нас недалеко, в 30 километрах от дома, то бишь сегодняшний велотур. А еду я на велосипеде. Получится туда-обратно 60 километров, около 60 километров. И Руся не поехала, во-первых, потому что ее раздражают и бесят фломарты с ихним старьем, хламом и хардсфир, атмосферой. Ей там все эких и неинтересно. Это раз. Во-вторых, это очень далеко для нее, 60 километров на велосипеде. Это два. И в-третьих, что у нас там в-третьих? Холодно. И сегодня реально холодно. Я оделся две пары штанов, куртка, шапки, теплые перчатки, наушники, две пары теплых носков, ботинки и сопли. И поехал. Еду я, собственно говоря, цель моя — это Фломарт, блошиный рынок, говоря человеческим языком нормальным, за виниловыми пластинками, которые я начал собирать снова и заново. То есть это винил 2.0. 5 утра, в воскресенье, повторюсь, пораньше выехал. Во-первых, опять же, чтобы вовремя успеть, ну что в прошлый Фломарт мы приехали уже к его закрытию, и как бы уже люди собирались, и все провтыкал я. Это раз. Во-вторых, чтобы по-быстрому сгонять туда-сюда, и остался еще кусок выходного дня, чтобы поваляться, отдохнуть, все-таки еще успеть под телевизором на диване порисовать и погрилить. Хотим приехать, и мы хотим. Смотрите, какая пена собралась на канале после шторма. И вот я приеду, наверну эти 60 километров и погрилим. Посмотрим, дома или на балконе. Креветочки купили, сосисочки. В общем, чтобы как-то почувствовать выходной день, чтобы он как-то отличался от будней. На улице, как вы видите, никого, ни души, потому что такие сумасшедшие ездят рано утром, и больше таких сумасшедших нету. Ну и еще вон собачники, вот эти бедолаги. Пена, смотрите, аж куда долетела пена. Вот так она летела и долетела. Вот эта пена вон оттуда, с канала. Офигеть, с канала, говорю, с залива. Не знаю, может для кого-то это подвиг, кто-то себя заставляет просто выйти на улицу. А для меня это просто в кайф. То есть я себе придумал, решил и поехал. То есть мне не надо себя там уговаривать, заставлять. Мне в кайф реально. 30 километров, 50, 100, миллион. Пофигу, я себе вон чая сладкого наделал, камеру с собой взял, сигареты зарядил, цепь смазал и погнал. Так вот, я еду, собственно говоря, на блошиный рынок искать виниловые пластинки. Для этого я взял рюкзак с собой, он у меня за плечами. Этот рюкзак я померил по размеру дома. Пластинки подходят, влазят, влезут. Все, я надеюсь, сегодня будет хороший улов. Еще сейчас пару слов скажу по поводу канала, его дальнейшей жизни и судьбы, и больше болтовни не будет, надеюсь, по крайней мере. Я абсолютно не туда, по привычному своему маршруту, совсем забыл, что я еду на Фломарт, на блошиный рынок, то бишь, поэтому сворачиваем, и да, сейчас где-то свернем дальше. Значит, по поводу канала, всей движухи, долго я думал, как это все организовать. Мое новое хобби, увлечение — коллекционирование виниловых пластинков и компакт-дисков с уже имеющимися темами на канале и его общим плачевным состоянием. То есть YouTube задвинул меня просто куда-то на задворки, вообще нигде никому не показывает просмотров. Чем больше я стараюсь, чем больше пилю видео, тем меньше просмотров становится.
Я думал, размышлял, как это все вместе сделать, соединить. Последние, наверное, месяца 3. И пришел к такому вот заключению, что пошел нахер YouTube. Вот эти все, вот эта гонка за подписчиками, лайками, просмотрами, похеру. Раз не сложилось, значит и похрену. Теперь будет на канале минимально моей, скажем, болтовни. То есть это будет, может, максимально вступление какое-то. И все. И дальше будет все видео под музыку с диска, компакт-диска или виниловые пластинки, которые я куплю, приобрету, получу по почте. В общем, которые поступят в мою коллекцию. Вот. Купил компакт-диск. И все видео, а это будут такие темы, как велосипед, велотуры, геокешинг, поиск геотайников, мои домашние силовые тренировки, мое рисование. Еще очень надеюсь добавится, ну это уже вообще очень не скоро будет, печать по футболкам и татуирование. Но это все долгий процесс, все это у меня в разработке. Ну, думаю, что следующим этапом, темой моих видео добавится еще печать на футболках принтером, текстильным принтером, который я, надеюсь, куплю. Ну, так как они, собаки, очень дорогие, то это будет, скорее всего, не скоро, не очень скоро. Вот, и так как у меня все в жизни циклично и по кругу, все мои хобби и хотелки, они всегда возвращаются мне обратно. Это такие гештальты, которые пока я не закрою, я не успокоюсь. То есть я всегда хотел, мечтал уметь рисовать принты самому. А если не самому, то просто четкие классные принты печатать на футболке, самому их носить. А если будет кто-то покупать, то и продавать, если не будет, то и хрен с ним. Вот такое вот. Значит, и, соответственно, в канале теперь на моих видео будут вступления, потом распаковка компакт-диска или виниловой пластинки, скорее всего, без слов. Пени задолбали уже с теми магазинами, просто как грибы, они их плодят, один больше другого. На маленький городишко 18 тысяч уже строят их просто со скоростью звука. Это такое сейчас было старческое ворчание немножко. Вот, да. И, собственно говоря, распаковка будет без слов, потому что не умею я это все комментировать. Я смотрел видеообзоры, как люди распаковывают компакт-диски, слушают виниловые пластинки. Все это нудно и очень в то же время интересно рассказывают, какие нюансы, какой пресс, какие щелчки, какие детали они слышат, что какие плюсы, минусы, на какой студии было записано, перезаписано, какие ударники, клавишники играли, откуда пришли, какое настроение у них было, где, на какой студии писали. Этого вообще я ничего не знаю. И скажу больше, мне это даже не интересно. Все, что я могу сказать по поводу прослушивания диска, пластинки, группы, что типа четко, классно, нравится, драйвово, ништяк, супер, мега, все. Больше я ничего прокомментировать не смогу. Потому что, повторюсь, мне просто даже нету интереса это делать. По району, где я жил, в Рыбнице, вон там наш дом, вон прямо на 5-м этаже, или это не этот дом, там мы жили лет 5, сколько, 7. Да, и, соответственно, комментировать я ничего не буду, просто буду молча распаковывать, показывать, что купил, всовывать в CD-деку или ставить на вертушку пластинку. И дальше будет включаться уже видеоряд с велопокатухи какой-то последней, крайней, поиска тайников, тренировки, рисование. И все это будет происходить под музыку с этого диска, с этой пластинки или с какой-то недавно купленной, приобретенной пластинки диска. И в конце видео будет трек показан, где я проехал на велосипеде, как я всегда делаю. Просто никто никогда ни разу не смотрел мои видео до конца, поэтому я говорю, в конце там еще всегда я трек показываю, где и как я ехал на велосипеде. Вот, и
по концовке такой вот спилбергский я придумал. Монтаж, момент будет выезжать из CD-деки компакт-диск, и видео на этом будет заканчиваться. Ну или сниматься виниловая пластинка с вертушки, и видео будет заканчиваться. Соответственно, весь видеоряд будет под музыку с этих дисков пластинок. Так как это сразу же прилетает авторское нарушение прав от YouTube, монетизации и продвижения таких роликов вообще не будет. Но так как, еще раз в свою очередь, YouTube и так ни хрена не продвигает, не монетизирует, и вообще это, блядь, хуже некуда, и, соответственно, хуже не будет, то и похеру, блин. Вот. Потому как YouTube, в принципе, разрешает использовать чужую музыку. Он пишет, типа, что были нарушены авторские права, но это никак не влияет на ваш канал. Никак не влияет на ваш канал, на ваш канал, никак не влияет. То есть вы можете ее использовать, автор разрешает, но деньги с показа рекламы, соответственно, будет крутиться без моего спроса в моих роликах реклама, ну и хрен с ним. Все деньги, заработанные на этом, будет получать правообладатель музыки. Ну и пофигу. Зато мне все будет это в кайф, все будет нравиться, все будет именно так, как я хочу. Я подразумеваю, нет, не то слово. Короче, в общем, я думаю, я уверен, что я потеряю последних подписчиков, которые, там, скажем, у них музыкальный вкус совершенно другой, не совпадает с моим. Я это, конечно, понимаю. Ну, как бы и ладно. Ну, и я этот канал веду для себя в первую очередь, потому что мне это нравится, потому что мне это в кайф. А что там кому, мне уже это как-то вот уже делать десятое, и скажу вот по правде, по чесноку, вообще все равно. Вот. Нравится, не нравится, не нравится, ну и ладно. Нравится, ну и хорошо. Вот нельзя на этом заморачиваться, потому что ты начинаешь об этом думать, а зачем оно надо? И так хватает дел, забот, проблем, господи. Поэтому я буду дальше этим заниматься, но вот в таком русле. Будет играть музыка, как правило, это будет какая-то тяжелая, это будет металл, хард-рок и все в таком роде. Сейчас из нового я купил CD-диск Металлики с одноименным альбомом Металлика, черным диском, так называемым альбомом, то есть потом и 5 дисков, компакт-дисков группы Министри, на которую я подсел, которая мне дико нравится. Вообще их последние альбомы просто мега. Собственно говоря, вот мое описание, да, просто мега. И сейчас Министри играет у меня в наушниках со Spotify. Я еду, повторюсь, на блошиный рынок. Всего в сумме получится километров под 60. Поищу виниловые пластинки. Друзья, если я кого-то отшил со своего канала, ему вообще такой формат не интересен, то извиняйте, как говорится. Вот и ну и все. Теперь я буду вести свой канал вот в таком ключе, в таком формате. Все, мои хорошие, дорогие. Если кому это будет все-таки все равно все еще интересно, конечно же, смотрите до конца, ставьте лайк, жмите на колокольчик, подписывайтесь. Пишите комментарии, это было бы вообще супер-пупер, я был бы очень благодарен. Соответственно, разумеется, я все комментарии, вон крайних журавли стоят вдвоем, они парами живут всю жизнь. Офигеть, наверное, не видно, они все улетели на юг, а эти двое почему-то здесь еще тусят. Все, за сим буду прощаться, дальше будет играть музыка. Скорее всего, с купленных, я очень надеюсь, что я сейчас найду какие-то виниловые пластинки, куплю с этих пластинок. И дальше дальнейший видеоряд, то, как я еду на блошиный рынок, ищу, может быть, еду домой, природа, все, что я вижу по дороге, будет под музыку с этих пластинок или с этой пластинки. Если времени этого не хватит, отснятого сейчас, то я добавлю еще свою домашнюю тренировку, рисование. И это все будет под музыку с этих пластинок. Все, за сим прощаюсь, обнимаю, лайкайте. Не забывайте лайкать, да? Пока-пока.
Короче, выторговал я две пластинки у женщины. Вот такой вот Judas Priest и Running Wild. Друзья, выторговал все это за 35 евро. Вообще не планировал все 35 отдавать. Думал, на 20-ку уложусь. Блин, у него такие четкие пластинки, что у меня разбежались глаза. Я такой, Короче, она хотела за Judas Priest 28 евро. С Running Wild 18, это что получается? 38 плюс 8, 46. Я говорю, у меня только 35, а я у нее отложил там Саксон, у нее Twisted Sister, в общем, такие Мановар. И я такой, своими 35 евро, хорошо, что я больше не взял, я по нее пару сотен оставил. Короче, говорю, давайте вот эти две за 35 моих, за весь мой бюджет, все мои 35 евро. И такой даже несмотря, все купил, потом думаю, блин, надо же посмотреть, говорю, давайте посмотрю, хоть ли там царапин нет, посмотрел диски в идеальном вообще состоянии, пластинки. В общем, первая моя покупка пластинок на Фломарте за последние, сколько, лет 10, наверное, 8 точно. Уже, наверное, походу все 10. И, честно говоря, так дела не делаются. Надо сначала открыть, посмотреть все-таки, что за пресс, какое состояние конверта, пластинок. Они так их хватать, как я, такой, разбежались. Хочу все и сразу. Так, я иду в другую сторону от своего велосипеда. Я уже пройду туда Фломарт до конца. В общем, друзья, я счастлив, но это что-то как-то дороговато, реально. Я собирался покупать пластинки там по евро, по 2, как я раньше это делал. Я всякий шрот, конечно, покупал раньше. Такие приличные пластинки, они стоят денег. Ну да, подорожал, как мне в интернете сказали, все это дело подорожало, какое-то удовольствие. Сейчас. Но я не буду так часто их покупать, пластинки. Да иногда на фломартах. И такая еще женщина такая интересная. Я смотрю, у нее ценники на каждой пластинке там такие нескромные. Я говорю, а что это значит? 28 йен, 24 Д. Я думал, это еще Deutsche марки. Некоторые еще с тех времен у них. И такой теплилась у меня надежда, что это в Deutsche марках. И сейчас мы их все сторгуем за 2 раза дешевле. Нифига, эта женщина ушла, она посмотрела на каких-то интернетовских, это какие-то интернет-платформы, где она смотрела цены на эти пластинки. И это прямо название этих буквы, этих интернет-платформ. И такая, это я еще средние значения взяла, я не самые дорогие значения брала. Ну блин, по десятке, я раньше такие диски прямо приличные, по десятке покупал. Обещал ничего не болтать. Все, навернул 71 километр с половиной в другом эпе, 72,5 километра на велосипеде и купил 2 шикарных, вообще шикарнющих пластинки. Ты рада? Я тоже. Сейчас мы будем слушать, прямо вот я иду ставить в ботинках, прямо иду по твоему белому любимому ковру, потому что это Judas Priest и Running Wild пластинки. Не выключай, это еще не все. Judas Priest это просто бомба. Не ожидал вообще, прямо я, очень возбужден, можно сказать. 72 километра я проехал, друзья, на велосипеде.
чтобы купить эти прекрасные пластинки. Иду, бегу, не выключайте, не отсоединяйтесь, жмите пока колокольчик. Сейчас, рюкзак. Все. Деньги сюда, очки мои, все, тащи быстрее. Вот они, вот это сокровище. Посмотри, я их вез 72 километра. Judas Priest и Running Wild. Альты Шведы. Это бомба. Вот это просто бомба. Сейчас, подожди, не выключай, кися. Вообще бомба. Один очки просто. Честное слово, тебе понравится. Хард-рок, старый бомба. Как ты любишь, все как ты любишь. Я еще подумал, надо, чтобы Ирусе понравилось, а не только мне, чтобы это все было нам всем шпас, счастье и удача по жизни. Выключаем этот провод, ставим пластиночку. Блин, я так редко слушаю пластинки, что я не помню, как он работает. Ладно, по-любому надо сначала поставить пластинку, правильно? Мешало бы ее протереть, ну ладно, времени нету. Потому что Ируся долго ждать не будет. Нажму на старт, посмотрим, что произойдет. И, соответственно, этот. И где? Ну что только где пульт? Не выключай. Смотри, я прямо на пульте кручу фоны. Это означает...